Состав был очень внушительный, серьезный, но не доехал Денис, Дефа что-то там тоже застучало, Ёж на лапах тоже не приехал, что-то случилось. А ну-ка повтори, с кем проблема? Прошла неделя, и мы приехали ровно на эту же трассу, ну, меньшим составом, чтобы покорить ее еще раз. Денис, расскажи, как это, когда машина доехала до первого препятствия и не сломалась? Какие впечатления, как это что-то необычное? У Дениса что-то со стартера. Вот ему здесь будет весело. Не, ну по детским лужам ты как царь, конечно, ездишь. Здравствуйте, друзья! Смотрели наше крайнее видео с покатушек, когда мы в Ермолино поехали, и 6 внедорожников сломались еще по сути до старта. Так вот, прошла неделя, и мы приехали ровно на эту же трассу, ну, меньшим составом, чтобы покорить ее еще раз. Это неправильно, когда трасса забирает внедорожники. Так, сегодня у нас в команде 4 внедорожника, ГАЗ-69, 36-е колеса белки, военные мосты, рессорная подвеска. С нами уже катался, наверное, в начале лета, но тогда он был на колхозах, а сейчас у него вояки, плюс я еще смотрю, гидрообъемное рулевое у него, наверное, от какого-то трактора стоит. Следующее, УАЗик, такие же колеса, как на газике, белки 36-е, но стоят спейсера, прямые мосты. Тиджик, вот он в прошлый раз с нами был из поломанных. 37-е триподоры. Мосты тут, кстати, от Тунимога стоят. Что у вас тут происходит? А? У Дениса что-то со стартера. Опять? Видишь, у меня нет ничего. Где-то в чемодане все есть. Ёж Дениса на 37-х багерах. Как всегда, сопливят редуктора, мокрые. Все. Вообще все. Непонятно, как Сокол на них ездил раньше. Но охлаждение наконец победили. А чё, здесь из-под капота удобнее залазить. Ты хоть со скорости сними, Денис. Вот и все. Его надо было погладить, даже стучать не надо было. Прекрати. Мой. Даже трос у тебя теперь новый. Как от кранбалки там. Майна, Вира здесь такой огромный. Перепутаешь, да? Ну, так, значит, тут препятствие, которое раньше представляло из себя ступеньку непроходимую почти для всех, изменилось. Кто-то здесь спецтехникой все сравнял. Но все равно кажется безобидным. Но мы-то знаем, что здесь ребята на днях катались на порталах на 37-х колесах. И выскочить очень тяжело. Первое препятствие сначала, до того бугра, про которого я сейчас рассказывал. Погружение пошло, нормально. Ой, тут бревна какие-то. Короче, ни о чем. Денис, расскажи, как это, когда машина доехала до первого препятствия и не сломалась? Какие впечатления, как это что-то необычное? Господи, компрессор включился. Слушай, смотри, она в горке стоит, насколько колеса спущены. А и не катится? Я тормоз не жму. Следующий идет Тиджик, 37-е колеса, портальные мосты от Тунимогов, подвеска кастомная,
Мотор, по-моему, тойотовский какой-то V8 стоит. Серьезная техника. В прошлый раз бензонасос умер. Подвел. Вот оно как. Теперь едет УАЗик. 36 колеса, прямые мосты. Почему-то погнутая рулевая тяга, смотрю. Вот ему здесь будет весело. Сильно бью с тягой, да? Давай, Зашел. Удивительно. Все, препятствие не то, да? Внимание на Тиджик, он едет боком, видите, вот он идет сейчас прямо, а машина бочком. Смещение мостов, Алексей сказал, 18,5 сантиметров. Морда правее, а жопа левее. И вот видите сейчас? Так, ну сейчас не видно, а вот. Оп, вот он едет сейчас прямо. А мы едем за ней и видим перед машиной. Это ненормально. Алексей там объяснил, что-то там зачем-то он сместил, мосты какие-то не одинаковые. Но я толком не понял. В общем, это завод, скажем так. Но это, конечно, ненормально. На бездорожье это как минимум дополнительную ты колею себе толкаешь, да? Ну, по асфальту вообще, наверное. По асфальту вообще ездить так нельзя. Но газик эту лужу возьмет без затруднений. Здесь и на прямых мостах машины выезжают, а у него сейчас порталы. Кайф. Так, какую же лужу выберет он дальше? Смотрим. Так, взял полегче. Да, конечно, уже тут газик вовсю рубится. Не пускайте его, что? Ну, грудью там стань. Без блокировок, похоже, проходит. А руль левее поверни, он у тебя вывернут сейчас вправо. Оп, вот так ровно. И бери влево, сразу влево уходи. Слева какая-то объездка, что ли? Да, это полегче, давай. Нет, там посложнее на самом деле. Просто прямо, ну там тебе вообще ни о чем будет. Здесь вот на днях пацаны катались с оффроуд Москву. Нормально все, проезжабельно для таких машин. Аккуратно, смотри, тут глубоко. А у тебя сзади блокировка не работает. Ты включил? У меня жопа вообще не работает. Не, у тебя блокировка не. Сейчас вроде нормально. Напомню, это у Алексея на TJ там, по сути, первый выезд после постройки автомобиля. Так что испытывает технику. Все слабые места надо выявить, чтобы их потом устранить. Все не просчитаешь заранее. А что там не могу попасть? Ну скользко просто, сползаешь и все. У тебя, кстати, еще колеса так не особо спущены.
Она у тебя просто сполз. Там на бок не свалюсь. Да не. Назад. Ой. Да. Да, встал в раскорячку. У тебя опять задняя блокировка как-то непонятно работает. Больше нет, чем да. О, сел в колею. А что ж теперь дальше? Зачем я там упираешься? Мостом? Мостом? Я не заеду. Давай, беги. Я оттуда за стол прям. А как есть или что? Просто гасить не нужно. А компрессор держит? Так, ну, заработала блокировка, что-то там с компрессором было. Хотя почему? Почему опять морда крутится, а жопа нет? Так, Денис, видимо, там стоит, включает блокировки. Напомню, они пневматические. Все, можно. Отлично. Ну хотя бы вон туда возьми. Куда? Вот посередине. Ну здесь вообще тухляк. Колесо подкачать, заднее левое, что-то чересчур. Нормальный у тебя бублик. У тебя спереди еще больше спущено. Бублик, он в ноль. Спереди посмотри. Он так и должен работать. Чего ты? То что надо? Это ж блогер. Ты это прекрати, выходи из клуба любителей 3 очка. Минус 0. Ты теперь нормальный парень на багерах. Там, кстати, ребята проезжали слева. О, Денис, который не смог. Даже не пытался. Даже не пытался. Не, ну по детским лужам ты как царь, конечно, ездишь. Да. Нелегкая лужа, оказывается. А это первое препятствие. Значит, Денис уперся. Сейчас будем высвобождать лебедку Тиджика, потому что машина застряла в натяжке. Эта лебедка ни туда, ни сюда не идет. Не, она встала, все, она походу закрыта. На самом деле задача срезать бугор, а то Денис, пока бугор есть, сюда не поедет. Сейчас мы твоей машиной тут подведем под геометрию ежа. Но в прошлый раз на прямых мостах здесь никто не выехал. В общем, Мозик будет выезжать на лебедке. Есть. Шакал надо.
хорошо. Что-то непонятно. Лебедки крутят. В три ствола достаем. Сразу к 3 лебедкам подходит. Выполнено профессионалами. Что тут такое нашел? Покажи. Оно вот тут висело. Вот так вот. Это оружие для убийства кого-то, наверное. Так вот висело, наверное. Да? Что за крюк? Инквизиция опять поэтому. Кому пощекотать? Почесать кому-нибудь спинку. Что вот это у Дениса в руках? Нашли в кустах какой-то, как называется, гарпун с крючком на конце. Нет, можно ее там. Вопрос к знатокам. Просто лебедки вот так цепляешь. Еще варианты будут? Пятилок тащит, да? Так, а возможно... Что еще возможно? Утонувший шакал искать в ручье можно. Давай, молоток. Если купануть почти утонули, можно сцепить за да? Ну надо здесь оставить. Рядом, знаешь, там где стропа лежит, каразащитка, и рядом эту поставить. Слушай, Алексей, вот сейчас вот удачное время рассказать, что за тачка у тебя? Джип, TJ, мосты Унимог, Toyota мотор 3UZ FE, 5-ступка на родной раздатке, срочная через плиту. Вот, в принципе, 37-е колеса, триподоры. Пока тесты, пока тесты. А подвеска? Подвеска самодельная. Вот. Ну там все крепеж мостов, там так старались остаться на родных всех креплениях. Вот. Но единственное, раздвинули тяги, продольные на шаэсках сделали. А так, в принципе, ну, рама удачная у джипа, я считаю. Поэтому как бы все у них. И мосты у Унимог по ширине тоже нормально подошли. Поэтому как бы выбор такой был, остановился. Есть недочеты, устранимся. А кто делал? Я сам. Своими руками прям? Да. Ничего себе, сколько времени заняло? Слушай, я сделал где-то все месяца за 2, за 3, наверное, полностью. Вот именно почему остановился на Унимоге, потому что у нее типа запас прочности должен быть дикий. У меня получается компоновка, она очень маленькая, то есть у меня мотор сдвинут максимально там вперед, все, что возможно было. И у меня вот раздатка, получается, ну вот мотор, конец раздатки гораздо короче получился, нежели родной. То есть, ну как бы и компоновка очень хорошая получается. Проблем вообще в этом никаких не было. И у меня раздатка села на поддон штатный, который защиткой у нее идет. И ну как бы технологически, ну там все здорово на самом деле. Да не, поверьте, вы его не достанете. Там только шакал выкручивать. Вытащили? Ну ладно, в следующий раз. Это мой. Не пей из лужицы, братец Иванушка. Козленочком станешь. Тиджика благодаря усилиям 3 лебедок так плотно засадили в этом подъеме, что мы его теперь назад стащить не можем. Да, тянется УАЗик, а не Тиджик. Что ты тут делаешь? Расскажи нам. Организованный процесс эвакуации. Что творится? Что творится? Ура! Ты мой герой! Нормально ты сегодня кашки поел. Ну иди еще раз толкни. Женя там толкает за собой.
Охренеть, глянь, он там вытащил. Полметра земли, охренеть. Ужас. Ну да, получается, шишка уперся. Да тут больше метра глубина. Вот смотрите, высота. По щиколотку. Ну, по колено. Хотя просто вот попробовать подъехать, как она по геометрии. Не надо рваться. Ну хотя бы попытка. Бедный Тиджик мучается. У тебя сзади блокировка не работает вообще. Да. Тебе надо колеса сильнее спускать, чтобы хоть как-то поехало. У тебя они вообще даже не просажены. Так, блокировка задняя не работает. Фак! Ты сел еще глубже? Охренеть. Да, это мощно. Да все правее брали. Куда вообще поехал? Слушай, я тоже прилип, сейчас выйти не могу, у меня застряло. Да, тебе надо. Что там, как водичка? Да хорош, нормально. Соленая, нет? Да, да. Она потом джиперов уже пропиталась. Рыба пошла. Удивительно, да, ни разу так здесь не присаживались. Что тут произошло вообще с этой лужей, да? Отпусти. Прошло 45 минут. УАЗик уперся сразу в несколько деревьев. Вот что значит немного сместился от траектории. Вот буквально полметра правее, и там проезжают по сути Нивы. А вот чуть левее ушла машина. О, боже мой. А от чего рулевое стоит гидравлическое? От кары. От чего? А, от погрузчика? Прикольно. Зря ты ему это сказал, лучше бы он по колее шел. Идеально поехал.
проверка. Едет без задней блокировки. Лебедка не работает, но надежда на то, что... Отлично! В объезд поедешь? Не поймет народ, если объедешь. Ура! Точно. Денис, вот это борьба, ну ты смог, молодец. Отлично, да. Слушай, значит, подготовка джипкастом, да? Ну давай, Денис. Нет, так сейчас впереди Тиджик стоит. Я сюда поеду. Тиджик не может выбраться из колеи. И ему придется ехать прямо. Алексей, сама жизнь тебя толкает прямо. С тобой весело, Алексей. Как это? Хотели как лучше. Да не, нормально. Ну назад можешь сдать. Я сейчас бейсболку подарю, да? Бейсболку подать. И когда переворачиваю... На дне лужи лежит бейсболка. Ты думаешь, как я бейсболку заработал? После дерева только. У Андрюхи есть с белой крышей футболка. И шансы утопить и перевернуть. Да ты задолбал. Давай, давай. Хорош, давай вправо. Да ему это не поможет, он же не выйдет с колеи. Нет. Денис на спасение Тиджика. Вот как тебе сегодняшняя покатушка? Ну скажи. Без комментариев. Вот это, конечно, спасательная операция. Веревка через дерево, то есть трос тянет в бок, назад, чтобы не кувыркнуться. Не отпускай меня, да? Это наш шанс. О, блин, правда в бок тянет, смотри. О, нормально. Получилось. А как же попробовать в натяг, Денис? Все? Ну что, еще разочек перед ты? Все, я говорю, я домой, ё-моё. Вентилятор, да, накрылся? Опс, сломала. На муфте он у тебя? Побило лопасти? Вообще нет. Даже тойотовские ломаются, да? Не, это, кстати, это газель. Ну, давай, Денис. Это да. Ну, класс. Отлично, отлично. Охренеть. Вот это жесть. Вообще вот это было круто. Я прям испугался. Реально, да. Есть! Красава! Огонь! Один кадр.
компрессор там почему-то отключен был, не знаю почему. Ну на блокировке, видишь, легко. Красавчик. Прошло еще 30 минут, и Денис готов. Вот это мощно! Не, никак. О, вообще круто! Ты боялся, да? Классно. Два раза. Конечно, интересное ощущение. Это отважно. Слушай, ну... Вот это уклон. Следующий УАЗ, 36 колеса, прямые мосты, все блокировки. Тут на газике вовсю рубится. Смотри, смог. Отлично. А, все что ли? УАЗик лебедится. По-другому мы отсюда не выбраться. Как плотно тут. Напомню, у него 36-е колеса. Аккуратно, уже испачкался весь. И на Дениса кидаю его. Давай, Дэн, тебя ждем. Все прошли прямо, а мы уговорили Дениса поехать налево. Там поинтереснее. Он сейчас берет левее. Тут уже давно никто не ездил. И не помню, что вообще кто-то здесь А, даже так, да? Даже так, оказывается. Бывает, и на багерах можно сидеть. Вот видишь, как? Давай, Денис, аккуратно, в натяг. Как в комментариях пишет. Идет погружение. Ой, глубоковато. Не хочется, да? Жесть.
сойти. Охренеть! Вот это жесть! Ну почти вышел. Ну что, куда ехать-то? Вперед? Ну конечно, я только встал на позицию классную. Жесть! Просто жесть! Есть! По-моему, мы приехали. Но ты взял эту вершину. Делаем ставки, господа. Что сломалось? Первый, кто угадает. Пара? Ну там пару размолотило и все. Понравилось. Сторон разобрать, ну, снять кардан, какую-нибудь одну из Я сторон. говорил, это уже опасно. Я говорил, посередине ехать как человек. А я говорил, что-то хрустит, надо доехать до асфальта. Нормально, зато ты взял О, это. теперь переберешь их, все Я вот не помню, чтобы здесь кто-то заезжал. Давид прыгал. Зашла водичка. И под такими газами, конечно, там. Там дело не в водичке. Нельзя на них так прыгать, на этих мостах. Да нет, если бы там было все. Ты видел, как кардан попался? Да при чем здесь кардан? Почему? Там нету там только контакт нарушен. Все. Ты представь, у тебя мост военный, УАЗовский, а тут висит 37-е колесо. Еще и ряды, там момент бешеный на газах. Там просто сворачивает их и все. Представляешь, резкая нагрузка. Раз, он садится. Алло, да. И, в общем, проблемка тут нарисовалась с мостом передним. Походу пара развалилась. Вот думаем, как так сделать, чтобы проще было дальше ехать. То есть, либо кардан снимать там, или какую-то шестеренку из бортовика. Ты имеешь в виду, развалилась пара в переднем военном мосту? Хвостовик вывалил. Да, да, хвостовик даже прям. У вас перемолит все. На ступице есть заглушка или хаб? У вас нету там никаких хабов, прямая передача. Вот. Шестеренка. Вам самое, единственный вариант это шестерню стаскивать, маленькую. Ну, так и предполагали. То есть, снимаем колесо и разбираем бортовик, да? Снимаем Ну, шестерню. конечно, да, это самое простое. У вас там по внешней крышка, это откручиваете крышку, вынимаете оттуда. Причем вам достаточно... Самая вещь. Не, недостаточно. Вам Особенно надо с двух китайская. сторон шестер снимать. А, то есть сначала одно колесо, потом другое, да? Да, снимайте маленькие шестеренки, езжайте, самое ближе. На заднем, да? Ну, да, просто передний шестер привычите, у вас тогда вопросов не будет, у вас будет колесо работать переднее, да, а дальше на том куда-то вы доедете куда-то. Я понял. Хорошо, Стас, спасибо тебе. Тогда будем заниматься. Люфты в допустимой зоне. Конечно. Немножко тепловой зазор нарушен. На заднем приводе, замотанным мостом передним. На багерах хорошо. С блокировочкой. Отлично. Едем, да. В общем, ребята что сделали? Там спереди не получилось разобрать бортовые редуктора, потому что инструментов особо нету. Хвостовик в каком-то положении не клинит, его привязали к рычагу и все. И вот так едем. Может, даже до Москвы своим ходом доедем. До этого лета. Почему? Все мучить машину. Об нас ты не подумал? Эти автобусы сейчас, электрички, ну зачем? Зачем? У нас есть такси, есть эвакуатор. Ты что, не из народа? А что, народ только на автобусах ездит? Ну да. Так, это длинная топь, которая достаточно сложная для проезда на 35-х колесах, когда у тебя нет портала. Ну вот УАЗик едет. ЦУ, то, что ходами ехать, он получил.
все. Стрел. А он прикрывает лицо, глянь, рукой, видел? Чтобы не прилетело. Молодец. Что? Хорошо тянет, да? В общем, никто не захотел это в топе брать. Едем к финишу. У нас еще на пути один ручеек, подъемчик, ну и в принципе выехать уже можно. Денис, почему у тебя два внедорожника и оба заднеприводные? Ну почему так? Бывает всякое. О, Маршрут оторванных карданов, да? кардан валился. О, у тебя там сзади лежит мопед. Да, если он Прикольно. Гурген без кардана? Кстати, а почему Гурген? Ну, потому что будет. Не, ну как-то ж это с чем-то связано. вообще ни с чем. А? Вот, смотрите, гидрообъемный рулевой. Вот он, редуктор стоит. Подходят шланги. А почему? Там у тебя болт. Горячее масло. Так если пшикнет, можно ошпарить, без детей остаться. А что, ты не боишься, что пшикнет масло? Причинное место. Прям вот оно. Он в ракушке все время. Оно же горячее. Трогал вообще? А какой? Задний отвалился, да? Да, как раз да. Слет любителей моноприводных автомобилей. Денис на заднем, Ашот на газике на переднем едет, снял кардан. Денис говорит, удобно, там где едет Ашот, нам за ним же. Примерно равно. На девяточках. Смотри, как это красиво у нас. Да. Поле. Если моноприводные где? Спереди, сзади. Там второй был. Вот к нам еще один участник присоединился. Запомнил, то же самое, только на заднем приводе. А у него еще блокировки нету. Да. Зато будет борьба. Связали с самым слабым тросом, который нашли. Вот так и езжайте. Подождите, сейчас еще третьего привяжете. Ваша машина не едет. Теперь понятно, когда на моноприводе здесь ездить. Если что, тебя переднеприводный ГАЗ-69 вытащит. Теперь Денис должен пройти эту лужу на заднем приводе. Прям квест какой-то. Кто возьмет эту лужу на заднем приводе, да? Я возьму на переднем и без блокировки.
Вы классные толкатели. Все. УАЗик с огромным шаклом. Но у него хотя бы есть полный привод. Да. Тут как бы шансов нет. Ой, привязали за стропу. Ну, зашел. Удивительно. А вы говорили. Осталось еще заднеприводному подняться. И все. Выезд всех. Как называется это? Балластовее. Неполноценных, вот. Чисто у всех какая-то херня. УАЗик только, да, пока? А, тоже зарядки нету. Ну хотя бы едет на полном приводе. Да. Не, он сейчас здесь, если перескочит, а там... Слушай, я, Денис, думаю, что ты заедешь. Хотя, блин, там он сзади... Ой, сзади, там на выезде еще один от корней бугорки. Там, конечно, тяжело будет. Как ты думаешь, ты заедешь? Ну, 50 на 50, посмотрим. Либо да, либо нет, да? Ну, как бы другого не дано. Как погремушка детская едет, звенит. У тебя что-то звенит. Такое ощущение, что у тебя передний мост сломался. Там надо ходом, там бугорок вот сейчас. Вот он сейчас у тебя под зеркалом. Ну да, по сути он тот бугорок из корня, который вот сейчас смотрел на него, Денис. Ты вот в него уперся вот левым передним. Ну, я на него смотрел, еще думаю, если упрешься, только в него он там, Может, и все. если бы колеса были подкачаны, было побольше шансов. Да не, нихера. Без шансов. Ну ты как бы дальше заехал. Как на корвете! Так, осталось подняться сюда УАЗику. Но он это делает легко. Ух ты, в дерево! С ума сойти. Что, друзья, наша покатушка закончилась. Реванш удался, маршрут покорился. Конечно, не без последствий. Получается, -2 моста, генератор и с тиджиком там блокировки непонятно что. Но мы маршрут прошли. Кстати, несколько раз был здесь в Ермолино и не видел еще ни одной машины, которая вот все препятствия прошла своим ходом, вот как Денис сегодня. Конечно, ценой моста, но все препятствия были взяты.
А насчет того, что мост развалился, ну, он изначально был куплен с такими сопливыми мостами, которые сопливились, с люфтами были, поэтому мы ждали, когда он развалится. Вот это случилось, теперь ее на переборку мостов машину поставят. В общем, всем счастливо.